Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Raid Sky, и сегодняшнее видео будет посвящено тактическим стратегиям. Так что не будем терять ни минуты, как обычно, и давайте приступать к подборке. Первая игра, которая открывает нашу подборку, под названием Jagged Alliance 3. Это тактическая пошаговая стратегия с элементами RPG. Игра является продолжением культовой серии Jagged Alliance, как вы уже заметили, и сохраняет ее фирменную смесь напряженных тактических боев, глубокой стратегической карты и ярких наемников с уникальными характеристиками. Сюжет разворачивается в вымышленной африканской стране Гранд Шен, охваченной хаосом после исчезновения президента. Игроку предстоит взять на себя роль командира отряда наемников, нанятых для восстановления порядка и раскрытия тайн, стоящих за исчезновением лидера. Более 40 наемников, глубокая система управления ресурсами, логистика и взаимодействие с местным населением. Возможность кастомизации персонажей и принятия решений, влияющие на развитие сюжета. Сама игра – удачное сочетание олдскульной хардкорности и современной игровой механики. Предлагает как поклонникам серии, так и новым игрокам увлекательный стратегический опыт. Следующая игра под названием Shadow of the Round. Сама игра еще не в релизе, но тем не менее в нее можно поиграть через бетку. Это тактическая ролевая игра с пошаговыми боями, действия которых разворачиваются в альтернативной Японии конца эпохи Токугава. Игра сочетает в себе элементы фэнтези, стимпанка и японской мифологии, предлагая игрокам уникальный опыт в мире, где магия и технологии сталкиваются в борьбе за будущее страны. Вы возьмете на себя роль Ронина по имени Сатору, который вместе с другими изгоями вступает в борьбу за мир и власть. Решения, принимаемые вами в ходе игры, будут влиять на развитие сюжета и судьбу персонажей. Игра предлагает глубокую систему пошаговых сражений, где важно учитывать особенности каждого члена команды и использовать их уникальные способности для создания мощных комбинаций. Также здесь богатый мир японской мифологии, исследуя скрытые проходы в мифологические измерения, взаимодействие с добрыми или злыми существами и принимая решения, которые влияет на отношение к вам различных фракций. Так что игра довольно неплохая, рекомендую. А следующая игра King Arthur Knight Tale. Это тактическая ролевая игра с элементами стратегии. Игра предлагает мрачную интерпретацию артуровских легенд, сочетание пошаговых сражений, управление замков и моральные выборы, влияющие на развитие сюжета. После смертельной битвы между королем Артуром и предателем Мордором, владычица озера пытается воскресить Артура на острове Авалон. Однако ритуал идет не по плану. Артур возвращается в виде чудовища, сеющего хаос и скверну. Чтобы остановить его, владычица озера воскрешает Мордора, который должен собрать новый круглый стол, восстановить Камелот и спасти Авалон от разрушения. Сражения происходят на сетке, где важны позиционирование, использование укрытий и уникальные способности каждого героя. Между миссиями игрок восстанавливает и улучшает Камелот, открывая новые возможности и улучшения для отряда. Решение игрока влияет на мировоззрение Мордора. Например, тиран или благородный правитель, христианин или язычник, что отражает на доступных героях и их лояльности. Каждый герой обладает уникальным древом навыков и может быть оснащен различным снаряжением. Основная кампания, побочные миссии, режим схватка и PvP обеспечат множество часов залипания. Следующая игра под названием Empire of Sin. Это стратегическая игра с элементами RPG и пошаговой тактики. Действие игры разворачивается в криминальном мире Чикаго 1920-х годов эпохи сухого закона, гангстерских разборок и стремительного подъема мафии. Игрок берет на себя роль одного из 14 харизматичных боссов преступного мира, как вымышленных, так и основанных на реальных фигурах. Ваша задача — создать криминальную империю, захватить территории, строить подпольные бары, бордели, казино и, конечно же, устранить конкурентов. Открытие и развитие незаконных предприятий, контроль над доходами, репутацией и отношениями с другими боссами.
Союзники, предательство, шпионаж и ведение переговоров играют важную роль в успехе. Развивайте главного героя, так и наемников с уникальными биографиями, чертами характера и связями друг с другом. Атмосфера гангстерской Америки 2000-х годов, музыка, костюмы, диалоги и обстановка передают дух эпохи довольно хорошо. Богатый выбор стратегий, можно победить грубой силой, хитростью или политическими маневрами. Это сочетание глубоких стратегических решений и драматичных конфликтов, которые понравятся поклонникам криминальных драм. Следующая игра All World. Это историческая 4X стратегия. Игра предлагает оригинальный взгляд на жанр, сосредотачиваясь не на тысячелетия, как обычно, а на конкретную эпоху античности, и при этом добавляет глубокую династическую механику. Вместо одной команды на юнита игрок управляет количеством действий через очки приказов, что добавляет стратегическую гибкость. Ваш правитель стареет, умирает, передает власть наследникам, вступает в браки, рождает детей и строит альянсы. Сотни исторически вдохновленных событий с моральными дилеммами и последствиями. Сюжетное развитие лидеров и их черты характера, отношения с двором, фракциями и семьей. Это свежий глоток в жанре исторических стратегий. Игра умело сочетает масштабность и драму личных судьб, приглашая вас не просто строить империю, но и переживать ее как живую историю. Следующая игра под названием Headquarters World War 2. Это динамическая пошаговая стратегия. Игра переносит игроков в события нормандской операции в 1944 года, предлагая 3 сюжета кампании за США, Великобританию и Германию, каждая из которых состоит из 9 миссий. Бои проходят на квадратной сетке, где игроки управляют различными типами войск, включая пехоту, танки и артиллерию. Каждая сторона имеет ограниченное количество юнитов, что требует продуманной тактики и эффективного использования ресурсов. Использование специальных умений штаба может изменить исход битвы, предоставляя дополнительные тактические возможности. Помимо одиночной кампании, игра предоставляет режимы схваток, что позволяет сразиться с другими игроками. Здесь сочетание доступности для новичков и глубины тактических решений, что делает ее привлекательной как для опытных стратегов, так и для тех, кто только знакомится с жанром. Следующая игра под названием War Tales. Это ролевая тактическая игра с элементами выживания и открытым миром. Игра переносит вас в мрачное средневековье королевства, охваченным хаосом после падения империи, где игрок возглавит отряд наемников, стремящихся выжить, разбогатеть и оставить след в этом жестоком мире. Здесь нету линейного сюжета, вы сами решаете, куда идти, за что сражаться и как вести себя в этом опасном мире. Бои происходят в пошаговом режиме с акцентом на грамотное позиционирование, взаимодействие между бойцами и использование особенностей местности. Нанимайте и развивайте наемников с разными классами и навыками. Следите за их моралью, голодом, усталостью и зарплатой, конечно же. Добывайте ресурсы, изготовляйте оружие, броню, медикаменты, заключайте контракты и торгуйте. Решайте сами, кого ограбить, кого пощадить и как строить репутацию. Вас могут посчитать героем или бандитом. Это смесь сурового выживания, стратегического мышления и глубокой ролевой отыгровки. Идеальный выбор для тех, кто ценит свободу действий и мрачную эстетику средневековья. Следующая игра Victoria 3. Это масштабная историческая стратегия. Игра охватывает период с 1836 по 1936 год, позволяя игрокам управлять любой страной мира и вести ее через эпоху глобальных перемен. Эта игра фокусируется не столько на войне, сколько на управлении обществом, экономикой и дипломатией. Я бы сказал, она о строительстве наций изнутри, о политике, реформах, классовой борьбе и балансе интересов различных слоев населения. Рынок, производство, торговля, налоги, инфляция, ресурсы – все взаимосвязано. Малейшее изменение в цепочке поставок может повлиять на всю страну. Управляемые вами реформы влияют на классы, религии, этнические группы и идеологии.
Недовольство само опасный фактор, способный привести к революции. Можно решать конфликты через дипломатические игры, не прибегая к насилию, но на кону честь, влияние и международное равновесие. Само же население вашей страны – это не просто цифры, а динамические группы с желаниями и потребностями, влияющие на развитие нации. Это интеллектуальная стратегия для тех, кто любит сложные симуляции общества и экономики. Не забывайте ставить большой палец вверх, писать комментарии, это продвигает это видео. И кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. А мы уже на сегодня заканчиваем. До скорых встреч, всем пока-пока и хорошего настроения.